Привет, друзья! Сейчас новый обзор последних новостей Европы. В Германии экономика замедляется, и это отражается на рынке труда. Более 3,5 миллионов жителей фактически остаются без работы, хотя официальная статистика выглядит спокойнее. Малый и средний бизнес сокращает набор сотрудников, а десятки тысяч предприятий находятся на грани закрытия. Также эксперты обращают внимание на ловушку частичной занятости для женщин. После рождения детей многие переходят на неполный рабочий день и почти не возвращаются к полной занятости, что и влияет на доходы и будущие пенсии. В стране обсуждают рост бюрократии и сложность налоговой системы, предприниматели тратят время на отчеты и проверки, а реформы продвигаются медленно. Экс-канцлер Ангела Меркель предупредила о возможной стратегической конфронтации между Европой и Соединенными Штатами Америки из-за регулирования искусственного интеллекта и цифровых медиа. Немецкий автопром показывает слабые результаты, производство падает, прибыль сокращается, а конкуренты из Китая и Соединенных Штатов Америки усиливают давление на рынке. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, экономика Германии замедляется, и это отражается на рынке труда. По оценкам экспертов, сегодня более 3,5 миллионов жителей Германии фактически остаются без работы. При этом официальная статистика выглядит куда спокойнее, и именно здесь начинается главный вопрос. А где же эти люди? Экономисты говорят о скрытой безработице, тысячи немцев формально не считаются безработными, потому что участвуют в курсах или программах занятости, фактически у них пока нет стабильной работы. На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с непростой экономической ситуацией. Производство замедляется, спрос снижается, а некоторые компании испытывают финансовые трудности. Только за последний период десятки тысяч предприятий оказались на грани закрытия, и бизнес все чаще отказывается от найма новых сотрудников. Особенно тяжело приходится малому и среднему бизнесу, именно он традиционно создавал рабочие места в Германии. Высокие издержки, бюрократия и неопределенность заставляют предпринимателей не расширяться, а сокращаться. Для канцлера Фридриха Мерца ситуация становится серьезным политическим вызовом. Рынок труда в Германии – это не просто цифры, это доверие граждан, нас с вами. И чем дольше экономика остается в застое, тем больше возникает вопросов, а сможет ли новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем остановить рост скрытой безработицы и вернуть людям уверенность в будущем. Следующая новость – частичное продолжение предыдущей, но не менее важной. В Германии все больше экспертов говорят о системной проблеме на рынке труда, которая напрямую влияет на доходы и будущее пенсии миллионов, внимания, женщин. Речь идет о так называемой ловушке частичной занятости. Многие женщины после рождения детей переходят на неполный рабочий день, рассчитывая позже вернуться к полной занятости. Но в реальности этого почти не происходит никогда. Исследования показывают, что большинство женщин, начав работать в режиме частичной занятости, остаются в нем до самой пенсии. Причины – это нехватка мест в детских садах, отсутствие гибких графиков, слабые карьерные перспективы и основное – нежелание работодателей переводить сотрудников обратно на полный рабочий день. Последствия носят долгосрочный характер, работа на неполной ставке означает более низкие доходы, меньше пенсионные отчисления и, как итог, высокий риск бедности и в пожилом возрасте. Разрыв в пенсиях между мужчинами и женщинами в Германии сохраняется на уровне десятков процентов. На фоне экономического замедления и дефицита кадров эта проблема становится все более чувствительной для государства. Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с двойным вызовом. То есть, с одной стороны, стране на самом деле не хватает рабочей силы, с другой, это миллионы квалифицированных женщин фактически, можно сказать, исключены из полной экономической активности. Сегодня экономисты подчеркивают, что без реформ в сфере ухода за детьми, налоговой политики и условий труда Германия рискует закрепить модель, при которой частичная занятость превращается не во временное решение, а в пожизненный финансовый минус. Следующая новость касается курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии все чаще обсуждается вопрос о высокой нагрузке на граждан и эффективности государственных решений. Налоги растут, бюрократия разрастается, реформы застряли, и это уже чувствует не какая-то абстрактная экономика, а обычные люди, такие как мы с вами, и бизнес. Все вы знаете, что работающий немец сегодня отдает государству значительную часть своих доходов в виде налогов и социальных взносов. При этом система становится все сложнее, отчеты, формы, согласования.
проверки, предприниматели тратят время не на свое развитие, а на бумажную борьбу с государством. И в итоге многие бизнесы либо не расширяются, либо вообще закрываются. Канцлер Германии Фридрих Мерц получает страну, где реформы годами откладывались, государственный аппарат раздут, цифровизация идет медленно, а решения принимаются с опозданием. Это уже напрямую бьет по конкурентоспособности Германии и по рабочим местам. Ситуация осложняется и на уровне Евросоюза. Политика, продвигаемая председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, все чаще воспринимается в Берлине как источник внимания, дополнительных правил, дополнительных ограничений и обязательств. Вместо упрощения ежедневно появляются новые требования, вместо свободы новые отчеты. В результате граждане ощущают высокую нагрузку и задаются вопросом, сможет ли Фридрих Мерц улучшить работу бюрократической системы и ускорить эти реформы. Однако повестка дня на этом не исчерпывается. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в мире возникает важная дискуссия между Европой и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Внимание! О регулировании искусственного интеллекта и цифровых медиа. По ее словам, то, как страны договорятся о правилах искусственного интеллекта, станет следующим большим поворотом в отношениях между США и Европой. По мнению Меркель, от этого зависит способность контролировать цифровую сферу, защищать данные и национальные интересы, а также ставить границы для глобальных технологических гигантов. Меркель подчеркнула, что Европе важно занять ясную позицию в вопросе регулирования платформ и алгоритмов, чтобы обеспечить прозрачные правила и защиту данных. Экс-премьер добавила, что сама уже изучает технологии и искусственный интеллект системы, такие как ChatGPT, и считает необходимым ввести не только технический, но и политический диалог о том, кому принадлежит информация, как она регулируется и кто устанавливает правила в цифровом пространстве. И это еще не все новости на сегодня. Немецкий автопром, традиционно символ силы экономики, сейчас сталкивается с замедлением производства и снижением прибыли по сравнению с другими крупными автомобильными государствами. По ключевым показателям немецкие концерны проигрывают, например, конкурентам из Соединенных Штатов и Азии. Прибыль снижается, производство замедляется, и это влияет на занятость. Мы с вами обсуждаем эти события регулярно. Главная проблема – это резкий и дорогой переход на электромобили. Миллиарды вложены, но спрос оказался слабее ожиданий. Немецкие автомобили стали слишком дорогие, а китайские конкуренты быстрее, дешевле и агрессивнее на мировых рынках. В результате Германия сталкивается с трудностями на экспортных рынках, уменьшается доля рынка и технологическое преимущество. Для канцлера Германии Фридриха Мерца это становится одним из ключевых вызовов. Ни для кого на сегодня не секрет, что автомобильная промышленность – это основа занятости и бюджета Германии. Любой сбой здесь мгновенно отражается на всей экономике, от налогов до социальных выплат. Мерц все чаще говорит о необходимости пересмотра промышленной политики и снижения давления на бизнес. Но, внимание, на самом деле эта проблема выходит за пределы одной страны. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает жесткую, вы знаете, климатическую и промышленную повестку для всего Евросоюза. И все больше критика высказывается о скорости внедрения новых европейских норм. Таким образом, сегодня имеем ситуацию, когда немецкий автопром – это не просто кризис отрасли, это показатель для промышленной стратегии всей Европы. Сможет ли она сохранить промышленную мощь или добровольно откажется от нее в пользу других экономик? На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.